Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я нарисовала картинку на ткани и буду вышивать. Для вышивания я использую самые разные нитки. Тут и ирис, и вот мои любимые коко из мерсеризованного хлопка. И я купила из вискозы нитки, и мулины разных цветов, самые разные. Их объединяет только то, что они все примерно одной толщины. Хотя, конечно, там есть и потолще, и потоньше, но все равно они в основном это, кроме мулине, это вязальные нитки, просто тоненькие. И вышиваю, я взяла ирис хлопковый. Если бы у меня были такого цвета другие нитки, то я бы выбрала другие. Потому что именно в этих хлопок не мерсеризованный, без всяких добавок, и трение сильнее, тяжелее протягивать ниточку. Но покупать не хотелось, раз цвет есть. Этот шов декоративный, которым я вышивала, называется стебельчатый. Дальше я беру нитки, которые мне гораздо больше нравятся, но они потоньше немножко. Но здесь вот прямо хорошо они идут. И плюс еще, что мне очень в них нравится, они с таким немножечко блеском, и вышивка выглядит очень симпатично с ними. Шов называется, стежок называется тамбурный, ну и, соответственно, тамбурный шов. Получается такой шов, как будто цепочка. Я, кстати, хотела сказать, если вы не успеваете, у меня здесь ускорение в 2 раза, чтобы не затягивать видео, то вы можете изменить скорость видео на любой платформе, на которой вы смотрите, в настройках вы можете изменить скорость воспроизведения. И, соответственно, тогда помедленнее все будет. И для новичков это будет гораздо понятнее. Кроме того, если вы смотрите в YouTube, то там вообще можно просто приблизить любую часть экрана, просто как вы фотографии приближаете, увеличиваете 2 пальцами, разводите экран, так и вы это сможете сделать в YouTube. Внутри каждого лепестка я сделаю по 2 цепочки вот этих тамбурных швов и собираюсь вот сделать вот такие вот, как на верхних цветочках, такие пупырышки, я не знаю, как их назвать. Вот. Там я делала, у меня иголка была с более толстым ушком, а здесь надо так, чтобы ушко было потоньше, потому что его надо просовывать через вот эту вот колбаску. Для того, чтобы это удобнее сделать, я немножечко так подкручиваю иголку. Видите, вот эта колбаска у меня там, я ее придерживаю. Потом я ее вот так опускаю и закрепляю иголкой, провожу внутрь своего изделия. И таким образом я делаю эти колбаски. Там, где у меня получаются пустые места, там я опять же тамбурным швом закрываю их. Ну, французский узел многие знают, но если не знаете, вы можете замедлить и посмотреть повнимательнее. Вот то, что предыдущее я делала, называется французский узел. Здесь я даже не знаю, это вообще не стежок, это просто вот заполнение нарисованного обычными стежками совершенно прямыми. Вот мелкие листочки на своей вышивке я вот этими вот прямыми стежочками просто заполняю. Одну сторону я вот это сделала своей. Я сначала хотела там просто делать такой бутончик, но потом решила, что очень хорошо здесь будет вот такая вот шишечка. Она очень интересно смотрится. Этот шов закрепочный с длинной ножкой. Вот это уже получается 3-й шов, 3-й стежок декоративный, который я использую. До этого вот все у меня был стебельчатый шов, тамбурный, и теперь вот этот вот закрепочный. А, еще французский узел, тоже это стежок определенный. Делаю вот такую елочку, и в центре делаю точно такую же елочку. Мне так понравилась эта идея, вот такие шишечки сделать на своей вышивке. Делаются легко, быстро и получается очень необычно. Я давно не вышивала, не показывала никакие вышивки свои, потому что пока дача, огород, надо было дачные все дела закончить. Я и сейчас еще не все закончила, но уже посвободнее время стало. Я, опять же, переезжала со всеми своими прибамбасами швейными из дачи домой. Все это в мешках расставляла, распаковывала, по местам раскладывала. И, конечно, на это тоже нужно было время, потому что и домашние какие-то дела никто не отменял. Да и дома, пока я все лето была на даче, приезжала только вечерами домой переночевать, и с утра опять на дачу, дом превратился в сарай. Надо было генеральную уборку сделать.
Вот такие листочки покрупнее, вот слева вы видите, уже готовые у меня, такую елочку, я даже не знаю, как называется, но это не называется елочка этот стежок, но получается как елочка. Совершенно простой, вот просто из одной стороны в другую проводим нитку, и при этом листочки получаются очень симпатичные. Я выбрала немножечко другой оттенок зеленого цвета, мне показалось, что надо немножечко разнообразить, чтобы не у всех одинаковые были листочки. Я, кстати сказать, эти шишечки хотела еще тоже украсить, хоть как-нибудь еще немножечко, но я прям боюсь к ним притронуться. Они так симпатично смотрятся вот просто так, как есть, что я еще подумаю, делать с ними что-то дальше или оставить в таком виде, как они сейчас. Дальше у меня пришла очередь больших листочков. Их я буду вышивать тоже тамбурным стежком. Но не в цепочку, а именно стежочками. Просто по краю светло-зелеными нитками. Тоже, опять же, следующий цвет решила использовать, чтобы у меня все-таки были немножечко разные цвета. Я накупила этих мулине специально для этой вышивки, сразу несколько зеленых. У меня вот таких пастельных тонов зеленых нет. У меня в основном коко, они такие яркие, но не для этой вышивки. Для этой я хотела такое что-то понежнее. Исправила рисунок, чтобы он шел вот туда, в серединку между лепестками, потому что нарисовала сначала так, как мне неудобно вышивать. И подумала, а кто мне мешает сделать рисунок так, чтобы мне было удобно вышивать. Взяла вот более темные мулине и вышиваю следующий ряд вот этих тамбурных стежков. И еще один более темный в серединку. И у меня здесь будет вот такая же елочка, как на маленьких листочках. Вышивка почти готова, а я использовала в ней всего лишь 5 видов декоративных стежков. Хоть эти шишечки мне очень нравились в том виде, как были, но я к ним сделала еще тамбурные стежки снизу, как листочки. И по центральной елочке несколько тамбурных стежков голубого цвета, для того, чтобы у меня они сочетались со шнурочком голубого цвета, который я тоже вышила. Этот декоративный шов голубой я не показывала, но только потому, что я решила посвятить ему отдельное видео, потому что он очень здорово выглядит, и у него есть несколько вариаций, поэтому следующее видео, в следующее воскресенье, будет именно по поводу этого декоративного шва. Смотрите, как здорово получилось. Я сшила уже наволочку, вот прямо вообще красота. Вот эти нитки, которые поблескивают, и я намеренно выбирала цвета для вышивки такие же, как и цвета на ткани для наволочки. Я обычную сделала наволочку с запахом, чтобы не заморачиваться. Очень симпатичная такая получилась в стиле Прованс, потому что вот эти кружавчики, вот эта ткань, цветочек, вышивка, все это вот признаки этого стиля Прованс. Мне очень нравится. Я даже уже знаю, кому я подарю эту наволочку. Просто прекрасная. Я просто глаз не могу отвести, потому что мне самой очень нравится. Получилось очень нежно. Просто здорово. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.